Дмитрий Певцов – российский актер, чья роль в сериале «Бандитский Петербург» принесла ему широкую известность, но за блеском успеха скрывалась личная трагедия, определившая его дальнейшую судьбу и уход из проекта. Ниже – нарративное эссе о судьбе этого артиста с трагическими поворотами и драматическими жизненными решениями. Когда на экраны вышел сериал «Бандитский Петербург», зрители сразу полюбили его героев. Особенно запомнился харизматичный адвокат, сыгранный Дмитрием Певцовым. В этот период актер уже был узнаваем, но именно эта роль закрепила его звездный статус: строгий взгляд, уверенный голос, трогательная химия между ним и героиней Ольги Дроздовой. Публика видела внешнюю уверенность звезды, однако мало кто догадывался, с каким грузом переживаний ему приходилось выходить на съемочную площадку. Дмитрий Анатольевич Певцов родился в Москве 8 июля 1963 года в спортивной семье, что предопределило его упорство и стойкость. Мать и отец были связаны с профессиональным спортом, а дед по материнской линии стал жертвой сталинских репрессий. Эта семейная история научила Дмитрия сочувствию, силе и честности. Он рос целеустремленным ребенком, занимался спортом, а путь в искусство выбрал сознательно, поступив в ГИТИС и уже тогда мечтая о сцене. После службы в армии Певцов начал работать в театре Советской армии, позднее в Ленкоме. Кинодебют состоялся в 1986 году. Настоящая популярность пришла после фильма «Мать», и особое место в сердце зрителя заняла роль адвоката в «Бандитском Петербурге». Режиссер Владимир Бортко пригласил Певцова на главную роль тогда, когда его карьера была на взлете. Обаяние, интеллигентность, внутренние силы сделали образ адвоката одним из самых притягательных на экране. Личная жизнь актера не была идеалом. В первом гражданском браке родился сын Даниил, но отношения с матерью мальчика быстро закончились. Смерть сына – трагедия, которая изменила Певцова навсегда. Даниил погиб в 22 года, выпав из окна. Для Дмитрия эта потеря стала переломным моментом, наложив отпечаток и на профессиональные, и на житейские решения. Актер не винил никого в произошедшем. «Он взлетел как ангел», — говорил Певцов, осознавая, что судьба иногда не дает второго шанса. Уже после трагедии он признавался, что был слишком строг с сыном и не всегда мог найти с ним язык. Похороны сына стали моментом переосмысления. От этой боли спасла Певцова жена Ольга Дроздова, коллега по Бандитскому Петербургу и единомышленник. Она увезла мужа за границу, чтобы помочь ему пережить утрату. Потеря сына сильно повлияла на Певцова, в том числе на его отношение к работе. Хотя проект развивался и предлагал новые вершины, актер решил дистанцироваться от продолжения сериала, чтобы не застревать в прошлом и не отождествлять себя лишь с одним образом. Он продолжил активно работать в театре, стал заниматься музыкой и преподаванием, уделяя все больше времени духовным поискам, переоценке ценностей, работе над собой. Певцов пережил кризис веры, который в итоге привел его в храм. Он стал уделять больше времени семье, второму сыну, жене и собственной судьбе. Переосмыслив жизнь, Дмитрий открыл в себе новое призвание – помогать другим, вдохновлять молодежь не терять душевную искренность и искать смысл, несмотря на испытания. Сегодня Дмитрий Певцов – не только народный артист, музыкант и актер, но и человек, укрепившийся в вере, семье, обществе и политике. Он не раз говорил, что главное не внешняя мишура, а внутренняя целостность. За его плечами тяжелый путь, но именно личная трагедия сделала его философским, терпеливым и по-настоящему сильным. Он смог после потерь вновь научиться быть счастливым, дарить любовь семье и вдохновлять зрителей. Когда звезды зажигаются на экране, никто не знает, какой ценой дается этот свет. История Певцова – напоминание о том, что за любой телеуспешностью скрывается хрупкая человеческая судьба. Порой одна трагедия способна изменить все,
заставить уйти с вершины проекта, чтобы найти себя и свой дом уже за рамками экранной славы. Какой момент в жизни или карьере Дмитрия Певцова из этой истории вам показался самым тяжелым или неожиданным? И что, по-вашему, важнее для актера – творческая самореализация или личное счастье?